На этой неделе в нескольких городах Пензенской области и на дорогах между ними местные силовики при поддержке людей в штатском устроили облаву на мужчин. На, Валер, ебать, смотри, какая суета, на. Вон они, эти пидорасы ебаные. Вон из Бэхи уже достали, кого-то повели. Помогите! Кто-нибудь помогите! Да, ребята, нет, не помогают, уж всех забрали. Помогите! Нет, пожалуйста, помогите! Кто-нибудь, люди, помогите! Пойманных людей свозили в военкомат, где принуждали к подписанию контракта с Минобороны. Жена одного из задержанных, Наталья Соломина, заявила, ее супруга при этом сильно избили. По словам Натальи, он направлялся из города Нижний Ломов в село Парапино. Его остановили, доставили в Ломов, а оттуда в Пензу. Избивали мужчину уже там. В считанные дни он оказался в Ростове-на-Дону, а смог позвонить жене только из Мариуполя. Обстановка накалилась до такой степени, что в городе Кузнецке мужчина без обеих ног, находившийся в инвалидном кресле, преследовал с ножом сотрудников военной автомобильной инспекции. Он кричал, что те забирают у матерей последних детей. Это цитата. Хуесос, блядь! Вы матерям что потом скажете, уебаны, блядь! Ездите вы здесь! Иди нахуй оттуда, говорю! Они пацанов собирают, молодых, блядь! Хуесос! Нападавшим оказался Дмитрий Афанасов, который стал инвалидом на войне с Украиной. Больше всего распространились видео с женщинами, которые плачут, кричат, грозятся пожаловаться в прокуратуру и при этом пытаются остановить микроавтобус, на котором увозят мужчин. Ролик записала упомянутая ранее Наталья Соломина. Лёшка, я тебя люблю! Благослови вас, Господи! Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били! Добровольно или нет? Просто молитесь Богу, не надо плакать. Все. Не оставляйте своих, пожалуйста. Закрывай дверь. Чего 5 минут не дадите, раз по-человечески? будем, довели мы себя нормально. Хватит было, человечески можно было бы. По-человечески-то, Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили лучше их! тогда? Вы просто не можете, вы прокляты! Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески! Вы, заткнись ты! Мы все о вас знаем! Знаете, что он задом не дал? Вы специально! По стоп-кадрам с входной группой и с отраженной в стекле микроавтобуса красной звездой удалось быстро геолоцировать место событий. Это Пензенский военкомат на Складской, 19. Запомните этот адрес. Люди там пропадали и раньше. Вы детей оставили без отцов, вы уроды! Мрази! Будьте вы прокляты, пускай вас земля! Давите их, блядь, мы не уйдем! Куда? Давите нахуй! Расстреляйте здесь! Власти же факт похищения людей в Пензенской области вроде как опровергают. Однако делают это таким образом, что, по сути, скорее даже подтверждают. Сегодня разберемся, что происходит. Мы в редакции серьезно закопались в эту историю и обратим внимание на то, о чем другие медиа не рассказали. Ведь оказалось, что еще в мае этого года в Пензе был мини-митинг по поводу похищения людей. Но обо всем по порядку. Перед тем, как начнем, только напомню. По ссылке в описании вы найдете способы, как обойти российские блокировки интернета, в том числе и бесплатные. Среди них VPN Liberty. Он дает 30 дней на тест, без привязки карты. Облавы на мужчин в Пензе и соседних городах закономерным образом взбудоражили жителей. Моментально появились чаты, где люди стали делиться друг с другом оперативной информацией о местоположении постов ГАИ, машин военной автоинспекции, военной полиции, обычной полиции и подозрительных микроавтобусов. Орет.
Баба-то. Баба, вон, у нее тоже крутит. Государственный телеканал ВГТРК Пенза выпустил довольно неубедительное опровержение. По большому счету, они просто попытались рутинизировать произошедшее. Дескать, рейды такие против лиц, уклоняющихся от обязанностей воинской службы, происходят давно и регулярно, и непонятно, почему в очередной такой рейд как-то возникло излишнее переживание. Все как обычно. Часть правды в таком заявлении на самом деле есть. Действительно, по всей России несколько лет проходят довольно жесткие рейды против тех, кто постоянно проживает в стране, но не состоит на воинском учете. Однако до недавних событий в Пензе целью таких рейдов были те, кто по разным причинам именно что не состоит на учете. Формально задача подобных рейдов – привести в военкомат человека и просто устранить бюрократическое нарушение, поставить его на учет. Однако все понимают, речь тут идет не о простой формальности, а об одной из форм скрытой мобилизации. В 24-м председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин даже вот такое вот заявлял. Я дал указание нашим подразделениям создать на местах группы по работе с мигрантами. Мы более 30 тысяч уже отловили таких, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет. Поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону специальной военной операции. Непонятно, почему тут граждан Российской Федерации, которые не стоят на воинском учете, чиновник называет мигрантами. И в отношении них использует слово «отловили». Но принципиально важно иное. Что ж такое делали с этими людьми сотрудники силовых органов, что буквально каждый третий из них подписал контракт и ушел на войну? Как так вышло, что до встречи с силовиками они даже не становились на воинский учет, но, оказавшись с ними в закрытом помещении, вдруг решили стать контрактниками, причем массово? В 25 году Александр Бастрыкин похвастался, что отловил уже 80 тысяч российских граждан, из которых контрактниками стали 20 тысяч, каждый четвертый. Военное следственное управление полномочено мною проводить регулярные рейды по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД, Росгвардией. С какой целью? Мы отлавливаем граждан Российской Федерации, которые получили гражданство иностранцев, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а те нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. В целом, в основном Бастрыкин и другие тут имеют в виду российских граждан, которые получили гражданство недавно. Разделение россиян на коренных жителей и новых граждан – это продукт кремлевских политтехнологий. Кремль по умолчанию считает, что большинство россиян не станут переживать за тех, кто стал гражданином недавно, и будут пропускать мимо ушей новости об отлове таких людей и массовой отправке их на войну. Однако, согласно статье 6 Конституции, гражданство Российской Федерации является единым и равным, независимо от оснований его приобретения. Если силовики прессовали и принуждали к контрактам новых граждан, было лишь вопросом времени, когда такие практики распространятся и на старых граждан. Юридически-то разницы никакой нет между ними. Это и произошло в Пензенской области. Будет происходить и в других регионах. Потому что государственный произвол, он как газ, он заполняет все пространство. А Пенза создала прецедент. Теперь отлавливать и мордовать можно не только рабочих на стройках и торговцев на рынках, но и любых россиян в принципе, прямо на улице их родных городов. Правило винтить только приезжих никто ни в какой бумаге не закреплял. Подмигивание и заигрывание персонажей вроде Бастрыкина с националистами никак формализованы не были, и сейчас, похоже, закончились. Если фронту нужны солдаты, а у региональных властей горят планы по вербовке, винтить будут всех. Еще раз подчеркнем, в Пензенской области официальные лица никак не опровергают сам факт облавы, которую называют рейдом. Их типа опровержение состоит в том, что они проводили рейды и раньше. Что это, мол, не новость, а потому тут не о чем говорить.
Также они заявляют, что насильно никого подписывать контракт не заставляли. Просто как-то вот так получилось, что люди, которые шли там по своим делам или ехали куда-то, после встречи с силовиками взяли и захотели повоевать. Так захотели, что не успели даже посоветоваться ни с женами, ни с матерями. Старший кто? Скажите, а почему вы скорую помощь не вызвали человеку, которому плохо? Рейд, о котором мы сегодня говорим, произошел на этой неделе. Ролик с мужчинами в микроавтобусе был записан Натальей Соломиной в ночь с 16 на 17 июня. Однако слухи о более точечных похищениях людей ходили в Пензенской области и прежде. Об этом мы можем судить по постам сотрудника местной газеты «Новая альтернатива» и сайта «Альтер Пенза» Игоря Алексеева. 9 июня, за неделю до большой облавы, он опубликовал пост. Повод, казалось бы, незначительный. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко похвалил комика из комеди-клаба за то, что тот не забывает родную Пензу. Однако Алексеев написал следующее. Олег, а разве время сегодня возводить на пьедестал клоуна из Москвы, в то время как твоя область тонет от облав людоловов? Олег, зайди на второй этаж военной прокуратуры на Попова. Ты увидишь стол скорби, за которым обязательно будет 1-2 заплаканные женщины, пишущие заявления вследком по факту либо похищенного, либо обманутого отца, сына, брата, подписавшего контракт на СВО. Олег, пригласи Тимура Родригеса под окна здания военкомата на улице Складская, 19. Там с высокой долей вероятности увидишь воющую от горя мать, дочь, сестру того, кого затащили на второй этаж здания и понуждают к подписанию контракта. Некоторых избивают и пытают, Олег. Безнаказанно, так как я, как журналист, до сих пор не смог найти подтверждения о хотя бы одном возбужденном уголовном деле в связи с заявлениями родственников, для которых название «Складская, 19» давно ассоциируется с пыточной. Ты знаешь, Олег, как это здание все чаще называют в Пензе? Гестапо. Тебя не знобит от таких названий, Олег? Этот пост был написан еще 9 июня, когда никакой общероссийской дискуссии насчет Пензы не было. Важно заметить, что автор поста Игорь Алексеев сторонник войны и до этого восхвалял участников спецоперации. Он никакой не антивоенный активист. 14 июня, то есть за 2 дня до облавы, Алексеев написал следующее. Тема похищения мужчин в Пензенской области с переправкой их за вознаграждение в зону боевых действий из категории разговоров на кухне перешла в категорию подтвержденных заявлениями, письмами, жалобами, сообщениями людей, публикаций на страницах нашего информационно-аналитического портала «Альтер Пенза». Мы посмотрели, когда Алексеев впервые упомянул зловещий адрес Складская, 19. Случилось это 30 мая, когда он опубликовал на сайте «Альтер Пенза» статью с таким названием «Спасти рядового сову. В военкоматах Пензы контракт на СВО подписывают с помощью насилия?» Знак вопроса. В публикации речь идет о военнослужащем Станиславе Вяльцине с позывным «Сова», которого еще в начале войны комиссовали в связи с травмой и неудовлетворительным состоянием здоровья. На тот момент ему было 58. Но в середине мая этого года уже 62-летнего Вяльцина вместе с другими пензенцами похитили и доставили на Складскую, 19, где он под пытками подписал контракт. Всю ночь его и других бедолаг избивали и заставляли подписать контракт. Когда на голову надели пакет и начали бить по почкам, он понял, что если не подпишет, то его просто тупо убьют и тело куда-нибудь сбросят, типа жертва ограбления. Он подписал. Вяльцин – человек для Пензы небезызвестный. После того, как его списали со службы, он стал провоенным активистом, о котором с восторгом писали местные СМИ. Однако, когда его доставили на Складскую, 19, известность ему никак не помогла. Товарищи Вяльцина даже устроили небольшой митинг перед правительством Пензенской области. А затем им удалось прорваться в здание. Все это происходило за месяц до большой облавы. А если можно, вы можете представиться? Я заместитель министра региональной безопасности Стрижков Дмитрий Валерьевич. Ага, Дмитрий Валерьевич, просто мы хотим сказать, что речь идет о побоях, пытках, истязаниях, которые происходят в государственных структурах Пензенской области. Да, будьте любезны. В истории с похищением пензенцев есть деталь, которой мы не можем найти объяснение. 18 июня местный активист Станислав Морозов получил административный протокол о фейках за создание ролика под названием «Пыточный лагерь в Пензе».
Речь тогда шла о все том же военкомате на Складской 19. В день, когда протокол был выписан, этот ролик разместили на своих официальных страницах во ВКонтакте телеканалы РЕН-ТВ, Москва-24 и телеканал 360. Кто это сделал, мы не знаем, но если он нас смотрит, передаю большой привет. Мы изучили комментарии под постами Игоря Алексеева и видеороликом, который выложила Наталья Соломина. Она его со своей страницы уже удалила, однако у нас остались скриншоты. Комментарии можно разделить на 3 группы. Часть пользователей не верит в происходящее, называет все вбросами, паникерством и работает с ПСО. Это важная позиция, которую мы еще обсудим. Другие пишут, что до них уже давно доходили слухи о похищениях, но они не думали, что все настолько серьезно. А третьи рассказывают, как у них у самих похитили знакомых или близких. Так, одна из жительниц Пензы написала, что ее 63-летнего отца насильно забрали в военкомат еще 26 апреля. Есть также сообщение о родственнике, которого похитили и избили 28 мая. Что важно, написала об этом пользовательница с серой галочкой, то есть личность подтверждена через госуслуги. Отдельной темой обсуждения стали местные цыгане. Упомянуто село Чемодановка, где, согласно комментариям, похищают именно цыган. Одна из комментаторов рассказывает, что кого-то из похищенных удалось отбить, когда к военкомату съехались его знакомые со всей округи. Но ей ответили, что никого отбить никто так и не смог. Также упомянута практика, когда в военкоматы доставляют людей в состоянии алкогольного опьянения. Но это как раз не новость, наоборот, давно поставлено на поток по всей России. На эту тему у нас был отдельный выпуск, который даже репостили некоторые Z-каналы. Стоит также сказать, и у силовиков, и у их помощников в штатском есть материальный интерес. За каждого доставленного в военкомат человека, если он подпишет контракт, им достанется гонорар. В случае Пензенской области 100 тысяч рублей за новобранца. Это не секретная информация. Объявления, где обещают такие вознаграждения, открыто вывешиваются у подъездов домов. Никакой тайны здесь нет. Мы видели публикации скептиков, которые спрашивают, зачем усложнять, зачем заставлять людей под давлением, пытками или в невменяемом состоянии подписывать контракт. Есть же действующий указ о мобилизации, а от мобилизованного никакой подписи под контрактом не требуется. Плюс ему не положено никаких единовременных выплат в сотни тысяч или даже несколько миллионов рублей. Очевидно, сегодня пока еще есть политическое решение. Все, кто оказывается в российской армии, должны быть по документам оформлены как заключившие контракт. Последние случаи отправки на войну мобилизованных произошли более 3 лет назад, в начале 23 года. После этого началось конструирование нового общественного договора. Кто хочет воевать, тот получает большие деньги. Кто не хочет, того никто и пальцем не тронет. А про тех, кого уже мобилизовали, просто забудем, как будто их и не было. Однако при нынешнем уровне ежедневных потерь такой общественный договор поддерживать невозможно. Фактически мобилизация в России возобновлена. На фронт принудительно мобилизуют студентов, солдат-срочников, заключенных, подследственных и задержанных за мелкие правонарушения, мобилизуют иностранцев и новых граждан, подвыпивших прохожих и трезвых тоже теперь мобилизуют. Правительство Рязанской области вполне официально мобилизует сотрудников компаний и учреждений, где работают более 100 человек. А неофициально тоже делают и власти Республики Бурятия. 0% месячный план исполнен. Отсутствие организации работы налицо. Республиканский штат, так же как и армия Российской Федерации, ваши проблемы как бы не принимает и не воспринимает. Задача поставлена, и исполнять надо. Пока вы, так скажем, существуете, пока вы есть, вопрос будет. Организовывайте работу, изыскивайте возможности исполнения задачи. Задание у вас 1 человек. 1? 2? 2. Генштаб ставит задачу на каждый регион. Принципиальная разница с прошлой волной мобилизации одна. Нынешним мобилизованным дают большие денежные выплаты как контрактникам. Отсюда кажущийся парадокс. Человека могут сначала избить, чтобы он поставил подпись, но потом ему же начислят на карту сумму с 5 или 6 нолями. Но парадокса в действительности нет. Лозунг нынешнего этапа войны «Воюем за свои». Он означает, что всякий новый контрактник обязан за свой счет покупать все, что есть в свободной продаже, от бронежилета и шлема до генераторов и автотранспорта. Армия ему выдаст только оружие и боеприпасы.
Министерство обороны больше не выплачивает контрактникам миллионы. Оно лишь дает им эти миллионы подержать на счету, чтобы потом потратить не на квартиры и дачи, а на военные нужды. Фактически выплаты от военного ведомства внутри этого же ведомства и остаются. Единственный смысл всей этой свистопляски с принуждением людей к контрактам политический. Поддерживать видимость добровольной службы. Видимость эта будет необходима властям, по меньшей мере, еще 3 месяца до выборов в Государственную Думу, по результатам которых система примет решение продолжать похищать людей из-под-тишка или же отбросить все приличия и устроить новую волну мобилизации безо всяких ухищрений. Власть рассматривает оба варианта. В Южном федеральном округе как раз на днях провели учения по мобилизации граждан. Сегодня в Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме. В нем приняли участие 17 человек. Это мобилизационные работники исполнительных органов региона, местного самоуправления и территориальных структур федеральных ведомств из субъектов ЮФО, Астраханской, Ростовской и других областей, Калмыкии, Крыма, Донецка, Луганска, Севастополя. Цель – это, рассказать, как проводятся мероприятия по мобилизации и поделиться опытом. Легко понять тех, кто объясняет новости из Пензенской области проделками украинского ЦЕПСО или каким-то излишним паникерством местных жителей. Однако все говорит о том, что происходит именно то, что происходит. Людей отлавливают, чтобы выбить у них подписи, и выбивают их. Кто попался и оказался в замкнутом пространстве с силовиками, которым сулит 100 тысяч рублей, тот ничего уже сделать не сможет. Все подпишет. Очень не хочется примерять такую ситуацию на себя, а хочется мысленно вцепиться в спасательный круг. Может, мол, все не так страшно, не настолько массово, меня не коснется. Я смогу не подписать. Что это про мигрантов, про алименщиков, алкоголиков, про жителей Пензы, про кого угодно, кто не вы. Но если вы мужчина старше 18 лет и живете в России, для вас имеет значение не логика, которая дает самоуспокоение, а простая и бездушная арифметика. Путин ведет крупнейшую войну в Европе после Второй мировой. Российская армия постоянно пребывает в ползучем наступлении и каждый день несет потери. А значит, их каждый день необходимо восполнять новыми людьми. Солдаты не берутся из воздуха, и никто не рождается сразу солдатом. Живую силу для армии необходимо постоянно тащить с гражданки, ведь больше неоткуда. Да, когда возможно, система привлекает людей всякими пряниками или заманивает обманом. Однако, если желающие продать себя за деньги или готовые обманываться подходят к концу, военный маховик на этом не останавливается и даже не замедляется. Фронту перманентно нужны новобранцы, и очень много новобранцев. Если не идут сами, значит их будут привозить силой. Если не подписывают контракт добровольно, значит будут ломать морально и физически. Будут угрожать и пытать, чтобы все-таки подписали. И нет никаких гарантий, что политическое решение не изменится и Путин не решит, что игра в добровольчество себя исчерпала. Тогда маховик раскрутится еще быстрее, а угон граждан на войну станет проще. Исчезнут промежуточные звенья. Не нужно будет ни выбивать подписи, ни искать деньги на единовременные выплаты. Будут просто напрямую мобилизовывать. Причем такую мобилизацию, без нынешних ритуалов вокруг контракта, не нужно будет никак специально объявлять. Указ Путина от 21 сентября 2022 года действует до сих пор, и он не требует никаких дополнительных анонсов. Если система решит, что какие-то формальности, условности и выдуманные самой же системой правила приличия препятствуют притоку людей на фронт, все лишнее будет отменено. Путину нужны не политесы, а бесперебойный человекопровод из российских городов и деревень прямиком в Украину. Оказаться в этом человекопроводе может каждый совершеннолетний гражданин. А если понадобится, и каждая россиянка. Война идет, потери растут, а Путину нужны бойцы. В завершении напомню, что у моего канала есть специальная форма, где вы анонимно можете сообщить любую общественно важную информацию или документы прислать. Конкретно сегодняшний ролик мы целиком построили на открытых источниках. Но то, что вы присылали в нашу форму или рассказывали мне в Телеграме лично, помогло нам понять, куда смотреть и что искать. Это полезно. Берегите себя. До завтра.